О томате гравитет я уже рассказывала в начале сезона, когда они очень дружно начали созревать. Очень крупные томаты, пришлось им выстраивать конструкции из перевернутых горшков, чтобы их удержать. Это была проблема, они отваливались от своих грозочек материнских и падали на землю. Чтобы я придумала различные конструкции, ну вот теперь уже знаю один ответ, как удерживать целую гроздь, но об этом будет позже. Сейчас такой необходимости нету, но они продолжают все-таки падать. Вот они очень легко дотрагиваешься, отваливается. Вот это, пожалуй, единственный минус этого томата. Гравитет F1 это полудетерминантный. Вот он идет, высота его вот такая. Один что-то решил повыше подняться, еще завязывает. Завязывает полностью все 6-7 кистей. Вот сейчас они помельче, эти томаты. Вот, то все равно дотрагиваешься, если прошелся, обязательно падают. Чем они мне понравились? Во-первых, очень-очень ранний срок созревания. Они практически на 65-й день, вот нижняя кисть вся была уже созревшая. Сами плоды, хотя они твердые, и в зеленом виде вот там есть вот такая штучка беленькая, но потом она как бы растворяется, и вот спелый плод, он почти весь красный. Яркие такие красные, красивые. И самое главное, они сладкие. Ну, а твердые плоды, это очень удобно для того, чтобы их перевозить куда-то. Допустим, ехать в гости и собрать вот этих прекрасных плодов, сложить. Они легко перевозятся, транспортабельные. Ну, наверное, для фермеров, для тех, кто занимается товарным производством, это, наверное, все-таки находка. Но для меня этот томат обязательно в следующем году, сейчас у меня из 5 семян 4 взошло, и все 4 кустика есть. На следующий год обязательно тоже их посажу. Почему? Кроме того, что они красивые, вкусные и ранние, у них очень много преимуществ в устойчивости к различным заболеваниям. Вот я себе сделала такую выписку, целый спектр заболеваний, которые они выдерживают спокойно. Они устойчивы к штамму вируса мозаики томата, к вертицеллезу, фузариозному увяданию, вирусу табачной мозаики и вирусу просто мозаики томатов, к нематоде, к серой пятнистости, бурой пятнистости, фузариозной гнили корней, вирусу бронзовости томатов, вирусу желтой курчавости листьев, к мучнистой росе, еще нескольким видам заболеваний различных. Создали очень хороший сорт селекционеры, сорт гибрид это. Вот он мне очень понравился, поэтому я обязательно его на следующий год посажу. Формирую в 2 стебля. Если в 1 стебель, то, конечно, будут очень крупные. Нам такие томаты это хорошо, но лучше 2 стебля. И вот они прекрасно себе расположились, сформировали все свои, у них заложено 6-7 кистей, все сформировано, все прекрасно вызрело практически. Еще тут несколько кустиков есть зеленые плоды, но я думаю, как раз соберу, и если кто-то пожелает, из них еще будут расти, но смысл, навряд ли смысл в этом есть, потому что урожайность очень хорошая. С каждого куста ведро огромных таких красивых томатов. Он не уступает по урожайности любимому моему бобкату. Так что рядышком с бобкатом обязательно посажу еще на следующий год вот этот красавец томат гравитет. Просто прелесть. Этот томатик. Кстати, для северян этот полудетерминантный гибрид фирмы Сингента очень ранний, и практически я вот сейчас уже, сегодня 18 июля, почти полностью его соберу. Это очень удобно, в короткие сроки он созревает, и можно собрать плоды, не дожидаясь вот этих ухудшений погоды, которые наступают уже в августе. И многие собирают просто-напросто зеленые томаты. А так можно их собрать твердые, они и лежать будут спелые, и можно их в свежем виде на переработку использовать. Это был гравитет
F1 фирмы Сингента.